Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Pentax 70 мм f2.4 Limited. Я продолжаю обозревать эти замечательные, удивительные, просто уникальные объективы из серии Limited от Pentax. Одна из причин, почему я их обозреваю, это то, что обзоров на них, в общем-то, вообще в целом в интернете крайне мало. На YouTube вообще раз-два я общался, а русскоязычных обзоров на некоторые объективы и вовсе нет. Я, конечно, понимаю, что это достаточно нишевый продукт, по сегодняшним меркам вообще это такой андерграунд уже, но я, в общем, не против занять эту нишу. Просто хочется рассказать про эти объективы, потому что про них почему-то никто особо не говорит, хотя они крутые, легендарные и прям реально классные. Вообще у Pentax очень давно, еще с конца 90-х, существует лим с похожим фокусным расстоянием, это 77 мм f1.8, он выходил еще на пленочный полный кадр, у него, конечно, светосила побольше, 1.8 против f2.4, но мне он нравится меньше. Да, у него, конечно же, бокешка за счет фокусного расстояния и большей диафрагмы, конечно, покудрявее, но он и хроматит тоже не слабо. Я же люблю вот этот 70-мм объектив, вышедший в 2006 году, потому что он практически безупречен. Вообще, это мог бы быть один из самых коротких обзоров у меня на канале. Я бы просто сказал, что он охрененный, и на этом закончил. Но я все же нормально, последовательно о нем расскажу, и картинки с него покажу. Но для начала я, собственно, покажу сам объектив и объясню, как он выглядит и управляется. Объективчик совсем крохотный, но чем ты ближе фокусируешься, а не когда ты на бесконечность сфокусирован, тем он сильнее выдвигается вперед. Вот этот вот тубус у него. Тут минимальная дистанция фокусировки 70 сантиметров ровно, что, кстати, довольно интересно совпадает с тем, что у него фокусная 70 мм. Ну, я заметил такую вообще тенденцию, что у многих лимов минимальная дистанция фокусировки крайне близка к тому, какое у них именно фокусное расстояние. Это довольно забавное такое наблюдение. Несмотря на то, что тубус выдвигается, передняя линза не крутится. То есть можно совершенно спокойно использовать какие-нибудь фильтры там. Мотора встроенного тут, очевидно, нет, так же, как и у всех других лимов. Здесь отверточка, отверточный механизм, который в тушке крутит его. Так что, соответственно, объектив знатно жужжит при фокусировке. Бленда на этот объективчик накручивается в резьбу, куда фильтры должны, по идее, вкручиваться. Так что тут выбор или бленда, или фильтры. Ну, в принципе, фильтры на таком портретном расстоянии не особо-то нужны. Когда бленду накрутил, можешь еще и увеличить ее длину. Ну, как это обычно на лимах у них такая выдвижная конструкция. Крышечка здесь тоже очень крутая, металлическая. Она, к счастью, не вкручивается, как у 15 мм, а просто надевается. Достаточно плотно прилегает. Внутри, конечно же, она покрыта бархатом. Вообще в бленде я большой нужды не испытал, потому что на самом деле объектив хорошо очень держит боковую и контровую засветку. Я этот объектив использовал исключительно как портретный, то есть снимал красивые головки, красивые личики. Но он в целом является таким классическим портретным объективом, потому что в пересчете фокусного расстояния в эквивалент полного кадра тут получается 105 мм. Диафрагма у него 9-лепестковая и скругленная, естественно, поэтому бокешка достаточно красивая. Характер размытия, я бы сказал, такой достаточно нежный, аккуратный. Но, конечно, да, кружочки от каких-то бликов, они по краям кадра немножечко становятся овальными. Ну, это тоже, можно сказать, своего рода характер. Не могу сказать, что это прям супер, как дефект какой-то ужасный выглядит. Кстати, как и 77 мм f1.8, наш сегодняшний герой Pentax 70 мм покрывает полный кадр, так что его можно совершенно спокойно использовать и на
Pentax K1 или Pentax K1 Mark II. Кстати, на вот Mark II у меня есть на канале обзор, можете вот тут по всплывашечке посмотреть. Какого-нибудь заметного винитирования даже на открытой дырке у этого объектива нет. Ну, оно вообще есть, конечно, какое-то там совсем микроскопическое. Его можно увидеть только если какую-нибудь коррекцию включить, ты увидишь, что там было чуть-чуть совсем, ну, там какие-то сотые доли процента. Но, по сути, визуально его, короче, нету. Для такого фокусного расстояния характерна небольшая все-таки уже подушкообразная дисторсия. Какой-то заметной дисторсии я тоже не обнаружил, так как вот для примеров даже снял несколько каких-то повторяющихся и ровных объектов. И да, судя по этим кадрам, можно не опасаться, что какие-то будут перспективные искажения. Также за счет того, что здесь отсутствует такая серьезная подушкообразная какая-то дисторсия, фокусное расстояние все-таки достаточно умеренное, поэтому лица моделей тоже не выглядят сплющенными. Ну, как я уже говорил, контровую засветку объектив держит довольно хорошо, каких-то бликов на нем не выскакивает. Боковую засветку также неплохо держит, даже если бленду не нацеплять. Хроматических аберраций я на него не смог получить. Ну, с другой стороны, я сильно и не старался. Возможно, они, наверное, может быть и есть при каких-то совсем уж невероятных обстоятельствах. Но в моих сценариях применения просто никогда ни в каком виде хроматических аберраций я не видел. Да, это стекло практически безупречное, как я и сказал в самом начале ролика, так что извините, если я слишком уж его нахваливаю и вообще совсем не ругаю. Поругать можно разве что за не очень большую светосилу, всего f2.4. Ну тут и здоровенная фокусная 105 мм в эквиваленте, плюс ты снимать будешь на него в любом случае какие-то портретные снимки, так что ну, в целом с бакешкой тут все в порядке, если вам очень она нравится. Да и резкость у него весьма хороша, и что особенно, кстати говоря, замечательно, это то, что она довольно ровная. Она очень ровная и начинает становиться после f3.5. До этого, да, конечно, на f2.4 там и на f2.8 углы чуть-чуть помягче, чем середина, но в целом после f3.5 очень ровная картинка, практически, опять же, безупречная. В общем, это прекрасный портретник для зеркалок от Pentax на K-байонете. Ну и для беззеркалок тоже я на K01 снимал, но это скорее это чудовище исключением является. Оптически, на мой взгляд, этот объектив гораздо более совершенный, чем 77-й f1.8. Хотя кому-то нравится 77-й за более ярко выраженную бакешку, за более ярко выраженный какой-то характер свой. Я же для себя выбор сделал в пользу 70 мм, потому что с него получаются гораздо более предсказуемые результаты, и при этом у него достаточно, ну, вообще в целом беспроблемная картинка. Но надеюсь, этот коротенький обзор будет для вас все-таки полезен, так что подписывайтесь, ставьте лайки, и до новых встреч, пока!